Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Погодка сегодня оставляет желать лучшего. Уже весна пришла и давно пришла. Температура уже установилась плюсовая и стабильно плюс. То есть ночью тоже ниже нуля температура не опускается. Соответственно, процесс этот уже необратимый. И снег рано или поздно весь растает. Да и плюс ко всему еще сегодня дождь идет. Вот сейчас немножко утих он, но пока сюда шел, уже нормально так подмок. На следующей неделе, кстати говоря, уже будет плюс 15, представляете? То есть сегодня плюс 3, а на следующей будет плюс 15. А это значит, что уже совсем скоро наступит половодье. Это я уже к вопросу о доме под землей. И добраться туда в данный момент не представляется возможным. Будем ждать уже, когда растает лед на реке, и отправимся туда на байдарке. Поэтому пока дом под землей у нас с вами на паузе, и сегодня мы идем в землянку у ручья. Если вы соскучились по моим видеороликам, то садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Кто-то погрыз кору. Уже прям совсем чуть-чуть осталось идти до землянки. Метров, я так думаю, 300, наверное. И смотрю, прям много торчащих стволов молодых деревьев, которые кто-то обглодал. Ну, я так думаю, что это лоси, может быть. Может быть лоси, может быть косули, я не знаю. Самое главное, что животных здесь много. И очень хорошо, потому что в некоторых местах не пришлось прокладывать себе тропу, я просто шел по следам, по тропам животных, которые они натоптали за зимний период. Снег там твердый, жесткий, не проваливаешься, и, по сути, можно даже без снегоступов идти. Пойдемте.
землянке уже почти 2 года, буквально через месяц будет. И пока ни разу еще не было никаких проблем с подтоплением пола, чего я, в принципе, и боялся больше всего сегодня. Полы идеально сухие, и в помещении полный порядок, все лежит на своих местах. Даже чай, заваренный в пакетике, и то дает особый вкус на природе, на свежем воздухе. Уже 10 градусов тепла, разделся, развесил как смог здесь все свои вещи и понимаю, что с этим что-то нужно делать. Надо какую-то, может быть, веревку натянуть, может быть, деревяшку какую-нибудь прибить, чтобы можно было все это аккуратно вешать и сушить. То есть от печки идет тепло, кирпичи сейчас все вот эти прогреются. И это, батарея практически, на которой можно все свое барахло мокрое просушивать. Зажег себе свечку здесь для такой создания атмосферы уютной. А за окном там дождь так льет и льет, причем он усилился, кстати говоря. Ничего там хорошего на улице нету сегодня. Очень такая слякотная погода. Никуда не годится. Стол грязный. Уже за 2 года использования превратился в очень неаккуратный стол, на котором неприятно есть. Ну, помимо
мышиных хаках еще вот эти вот всякие подтеки, пятна непонятные. То есть, видимо, когда я что-то там готовил, либо резал что-то, да, периодически проливалось. И, короче говоря, внешний вид не очень. Что я предлагаю? Я предлагаю взять вот такие вот штучки. Наждачные бруски, назовем их так. И попробовать зачистить вручную. После чего покрыть все это дело уже специальным маслом. Да, понадеялся обновить столешницу вручную, но ничего у меня из этого не получается. Хорошо, что я взял с собой универсальный инструмент, углошлифовальную машинку CAT DX314B. В УШМ бесщеточный двигатель, что гарантирует долгий срок службы и увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50%, а мощность повышает на 20%. Работает намного тише по сравнению со стандартным щеточным двигателем CAT. УШМ снабжена плавным пуском, а рукоятку вы можете установить в 3 местах. Здесь, здесь и здесь. При заклинивании диска срабатывает автоматическая блокировка шпинделя. Удобная штуковина, особенно учитывая, что в лесу нет электричества. С этими 2 4-амперными аккумуляторами я смогу не только зачистить стол, но еще и попробовать, например, зачистить внешнюю стену землянки. Если, конечно же, будет время и силы. Слушайте, ну, что я могу сказать? Результат, конечно, просто ошеломляющий. То есть я даже смог вот эти вот торцы, да, обработать, и теперь вообще никаких задиров, никаких занос у меня не будет. Смотрите, настолько гладкий стол, что прям, ну, просто идеально. А главное, что поверхность теперь обновлена до неузнаваемости. Если вам, так же как и мне, понравилась работа УШМ от компании CAT, то вы всегда можете приобрести продукцию данного производителя в ДНС. Ссылку я оставлю в описании и, конечно же, закреплю ее в комментарии под видео. Ну а сейчас я покрою столешницу маслом виноградной косточки, и уже можно будет спокойно наводить здесь порядок, подметать, убираться. После чего пойдем уже на улицу заниматься там делами, готовиться к весеннему половодью и таянию снегов. Будем там снег хотя бы перед домиком расчищать. Ну а сейчас я покрою столешницу маслом виноградной косточки, и уже можно будет спокойно наводить здесь порядок, подметать, убираться. После чего пойдем уже на улицу заниматься там делами, готовиться к весеннему половодью и таянию снегов. Будем там снег хотя бы перед домиком расчищать.
Нормально. Уже смотрю, немножко обсыпаться начинает. Но ничего страшного, можно будет опять летом прийти и слегка так обмазать. Тут буквально килограммов, 5, может быть, 10. Вот этой вот, как она, шамотной глины понадобится. И дакотский очаг, либо тандыр будет продолжать свою работу дальше. Ну а сегодня я хочу здесь развести костер и уже приготовить вкусный ужин. Сейчас здесь надо стол почистить от снега. И можно будет заниматься костром.
Дрова сырые, но хорошо, что горят вообще. Я надеюсь, сейчас немножко они разгорятся все-таки. Потому что дым просто такой едкий, что ужас. Ужас, ужас. Никакого удовольствия от костра нет, как обычно это бывает. Там весной или летом на шашлыках, да? Ну, слишком едкий дым. В общем, где я пропадал? Последнее мое видео было, по-моему, что-то там 15 что ли, февраля, где-то в этих числах примерно. И если вы помните, я как раз тогда говорил, что приехал на съемки прямо после похорон отца, то есть, ну, на следующий день. После этого я опять пропал. Вот у меня сына температура с 39,9, представляете? В итоге я попал с сыном в больницу, в инфекционную. Ну, потому что жена с маленьким ребенком дома осталась, а я с сыном в больницу. Пролежал там какое-то время, по-моему, неделю. Сына вылечил, сын выздоровел. Мы вернулись домой. Проходит 2 или 3 дня, заболел я. В общем, гайморит. То есть меня положили в больницу. Я в больнице пролежал неделю. Или даже 8 дней. Мне делали 3 прокола с этим гайморитом. И, соответственно, где-то аккурат 8 марта, 7 марта, по-моему, я вышел из больницы. Мне сказали, что 2-3 недели вообще никаких там вылазок, там, переохлаждений на улице не нужно допускать. И так как мы уже давно планировали с семьей отпуск, мы планировали где-то ближе к маю, то решили, а ну его нафиг, и как бы по работе дел особо много не было у меня, плюнули на все и поехали в отпуск на 2, может быть чуть больше, 2 недели, да. И вот уже 24 марта, то есть с 11 по 24 или по 25 марта у меня был отпуск. И вот сегодня наконец-то я пришел снимать видеоролик. Уже сам соскучился по походам в лес именно. Вот. Ну и в целом, то есть год у меня какой-то такой дурной, то есть не задался. То есть у меня еще 2 ДТП было. В общем, 2 ДТП, 2 раза в больнице лежал, про отца знаете. Пока я лежал в больнице, смотрел разные ролики, ну не обязательно в ютубе, а просто в интернете. И увидел такой интересный ролик, как там мужик готовил мясо на такой треноге, то есть 3 палки, скрученные веревкой, и мясо висит на веревке над костром. В общем, сейчас попробую сделать треногу и каким-то образом пожарить на ней мясо. То есть у меня такого опыта не было, я думаю, что получится. Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Отлично. Так, ну смотрите, по готовке, как обычно, самое простое блюдо, да? То есть вы уже поняли, что пусть готовится мясо на треноге. Ну, а мариновать я его никак не буду. То есть у меня будет просто масло и специи. Самые простые специи для мяса. Я думаю, на час-полтора повесить, и будет нормально. Периодически, главное, дрова подкидывать, не забывать.
Ну а пока мясо готовится, я хочу сделать что-то наподобие вешалок, что ли. То есть вот, видите, да, сегодня я носки как повесил сушиться. 3 пары носков, кстати, взял. И постоянно их меняю, постоянно сушу. Не знаю, то есть в сапогах хорошо, но они невысокие, поэтому снег постоянно мне попадает туда внутрь, и в итоге они носки намокают. В общем, какие-то вот были тут у меня ножовки, пилки, да, вот они. Ну, и я их в щель вот в эту вставил и носки повесил. Но, как вы помните, если помните, конечно, да, у меня есть такое сверло ручное, и я сейчас его с собой стал таскать. Почему бы, собственно, и нет. Классная вещь. Всегда пригодится, да, то есть можно сейчас сделать отверстие 3-4, набить, забить крючки наподобие крючков, да, то есть, ну, примерно сантиметров на 15-20, чтобы вот так же торчало. И можно вешать будет носки, может быть, даже сапоги, кстати, шапку, перчатки, еще что-то. Ну, и я так думаю, их сделать почаще, сантиметров 10 между ними, чтобы можно было что-то положить плоское. Погнали!
Вот теперь я по-настоящему доволен. Сделал крючки, которые торчат сантиметров на 15, выпирают. То есть, соответственно, на них можно намного больше чего-то повесить, чем на обычные гвозди. И, наконец, наколол себе побольше лучин, щепы. И тоже ее подвесил вот так вот под потолок. Она всегда будет сухой, потому что холодный воздух внизу, а теплый воздух поднимается вверх. Все, пойдемте проверять мясо, и пора ужинать. Вкуснятина. Очень вкусно. Сочное, мягкое. Снаружи оно немного пережаренное мясо. Этого следовало ожидать. А так, вкус просто отличный. Специи, масло и мясо. Больше ничего, в принципе, и не надо. Буду наслаждаться ужином, отдыхать. И уже завтра с вами вновь пообщаемся и поработаем. До завтра. Спокойной ночи. С добрым утром, дамы и господа. Вчера была весна, когда я сюда шел, да, сами видели, шел дождь весь день. А это что такое за окном? Зима возвращается. Выходил на улицу с утра, посмотрел. На столе уже снега лежит 2 сантиметра слой, представляете? Температура -2. И можно сказать, что там даже метель идет. Обалдеть просто. Честно говоря, я не думал, что такие погодные изменения меня ждут. Сейчас поставил уже кофеек себе варить. Сейчас он сварится, попью кофе. И хочу использовать весь заряд аккумуляторов от USHM CAT, который вчера я уже использовал, показывал вам, да, чтобы зашкурить, зачистить пол. Пол уже довольно-таки потасканный, поюзанный, да, скажем так. Верхний слой прям снять, маленький такой небольшой, и полы будут все уже как-то поприятнее смотреться. Конечно, они опять там все равно через 3 месяца, полгода максимум опять они изгадятся. Но хотя бы 3 месяца мне будет приятно смотреть, приятно глазу будет. В землянке тепло, я проснулся плюс 18 градусов. Это, конечно, меня радует, что когда вот за окном не -30, а там -5, да, -2 ночью, что не надо печь так сильно натапливать. То есть я ее вчера протопил, и в 12, даже в 11:30 я вообще дров не закидывал, более. Последний раз закинул в 11:30. И, соответственно, в 7
7:10, в 7:15 где-то я проснулся, плюс 18 градусов. По-моему, результат просто великолепный, отличный. Вот так все хорошо. Даже мыши меня сегодня не беспокоили. Я так думаю, что они с голодухи отсюда убежали. Потому что долго здесь не появлялся, и никаких крошек, никакой еды уже не осталось. Ну, они, собственно, свалили отсюда. А так, конечно, милое дело сидеть у окна и любоваться изменениями погоды. Особенно находясь в эпицентре событий. То есть не когда вы там дома, да, в многоквартирном доме находитесь, а вот так вот на природе. Ну и никто не мешает. Следов даже никаких вчера не было, кроме животных. Ну и животные, кстати, особо сильно не беспокоили. Косули пару раз там где-то порявкали, и, собственно, все. Ах, красота. Пол, не сказать, конечно, что как новый, но тем не менее он заиграл свежими красками, да, то есть такое, знаете, что-то как обои какие-то выглядят, текстура такая, где-то глубокие запилы пилой были, бенз, ух ты, слушайте, а он гладкий какой стал, прикольно, где-то глубокие запилы от бензопилы остались, ну, их уже снимать понадобится не 1 час. Да и по большому счету смысла это не имеет, потому что, повторюсь-таки, там 3-4 месяца, полгода, и пол опять весь почернеет. Но хотя бы какое-то время будет приятно пользоваться вот такими полами, ходить по ним. Ну что, дорогие зрители, на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Обязательно пишите комментарии. Ну и, конечно же, всем вам хочу пожелать здоровья и всего хорошего. Пока-пока. Посмотрите, какой красивый лес сегодня, а? Вообще сказка прям. Просто сказка. Вообще класс, да? Вот теперь точно, пока-пока. Супер. Обалденно. Вау. Пока. А как настоящий бушкрафтер добавлю немножко керосина. И теперь наш костер точно загорится. Шлем снабжена плавным пуском, а щетку уши с регулярной постоянностью, с постоянной регулярностью. Короче говоря, снег постоянно тает. Лежать, спать, хоть в трусах в одних, то есть занос никаких не будет.